Здорово, это твоя Рафаэлка. И сейчас я тебе расскажу, какое поле для развития начертила себе студия Capcom для своей новой части Resident Evil 9. Итак, ты не знал? Но они сливают Итана Уинтерса в развязке деревни. Но он героически спасает свою дочь-мутанта с большим потенциалом. А дальше-то что? А дальше, после титров можно увидеть, как Capcom воспользовались таймскипом и показывают Розу Уинтерс в куртке своего отца, Итана. И она уже значительно подросла. Она едет на могилу своего отца, Итана Уинтерс, который там вовсе не лежит. Но именно этот прием уже позволяет догадаться, что компания хочет пойти путем развития нового персонажа, создав подспорье уже в 8-й. Роза Уинтерс – главный герой 9-й части Resident Evil. Помимо ее человеческого облика, у нее огромный потенциал, как у мутанта. И надеюсь, Capcom не упустит эту возможность добавить в заключительную часть трилогии способности мутанта. Я считаю, что вид от первого лица очень хорошо зарекомендовал себя, и таким образом, пока что можно лишь догадываться, какие способности будут у Эвелины. Так, притормози, точнее Розы, ведь она не любит, когда ее так называют, что уже продемонстрировали в заключительном ролике, который ты сейчас видишь. Она прямой наследник силы Эвелины. Capcom подготовили себе огромный путь вперед для развития 9-й части этой трилогии Resident Evil. Также осветили организацию BSA, которая представляет свои интересы, и уже становится неясно, борется ли эта организация против биоружия или создает его. Уже в развязке деревни мы видим, как BSA засылает свое биоружие, универсальных солдат, на борьбу с мегамицилией. Но для чего? Только представь, ты играешь за мутанта и борешься против мегакорпорации, которая затевает продолжить свои темные дела. Ты хочешь положить всему этому конец в лице Розы Уинтерс. Звучит неплохо, не правда ли? Но можно пойти другими мыслями, создав Розу антагониста и главного врага всей серии. Лично я не вижу никакого смысла в этом, так как было показано, что даже когда агент начинает злить ее, пуская колкие комментарии, она злится, но не прибегает к своей силовой возможности расправиться с надоедливым собеседником. И таким образом можно сделать теоретические выводы. Роза Уинтерс, главный герой 9-й части Resident Evil, выходит на тропу войны против создания биооружия. Напомню, что BSA изначально организация, ведущая борьбу с биотерроризмом. Capcom создаст новых антагонистов и завершит часть этой трилогии Resident Evil. Они выдали крупицы информации, которую они в дальнейшем используют для продолжения своей серии. Я считаю, что такой выбранный путь весьма хорош для продолжения трилогии с видом от первого лица. И ответы на все эти вопросы появятся в 9-й части Resident Evil. Поддержи меня лайком, подписывайся и будешь в курсе дальнейших событий.